Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, декабрь 2023 года. Последний месяц уходящего года. Мы подводим итоги и строим планы на будущее. И в декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, сравнивать, анализировать предыдущий период, вот эти месяцы, которые прошли. И вот эти размышления, они совершенно необходимы нам для того, чтобы прийти к каким-то нужным выводам, принять окончательное решение. И такое состояние будет отчасти обусловлено ретроградностью планет. Две серьезные планеты, как Юпитер, так и Уран, в знаке зодиака Телец в ретро-движении. Любое ретро – это дежавю. Это все нам необходимо для того, чтобы сделать какой-то реванш в 2024 году и уже не оглядываться назад. У нас сегодня две колоды «Золоченое Таро» и Таро иллюминатов. На «Золоченом» мы по основным сферам жизни поясним некоторые позиции. На Таро иллюминатов достанем карты и спросим основные вопросы. Первый вопрос, и это как, может быть, важное событие, или что в центре внимания, или характеристика месяца на декабрь. Ваше настроение, мои дорогие козероги, ну что-то же нам расскажет. Итак, давайте узнаем. Конечно, будем реалистами. Любой расклад – это лишь карты. Реальность, она, увы, всегда иная. Итак, первая карта – важное событие или ваши приоритеты. Вторая карта – что будет радовать, что будет помогать вам, мои дорогие козероги. С какими неожиданностями вы можете столкнуться в декабре. Какие возможности у вас появятся? И давайте достанем карту, что скрыто. Может быть, мы чему-то не придаем значения. Может быть, от нас скрывают. И по основным сферам жизни достанем три карты. Дела, работа, бизнес будет первая карта. Финансовая энергия, денежки. И личная жизнь. Давайте узнаем. Итак, первая карта – перемены. Но тут даже если мы не хотим, и выпадает карта колесница, нам отсюда полный вперед. Видимо, может быть, вы все уже подвели итоги или какие-либо вопросы уже закрыли с прошлым. Ведь по карте колесница провожай прошлое, встречай все новое, что приходит на твой порог. Пороговое само по себе значение – момент перехода между прошлым и будущим. Видимо, раз у вас первый выпадает этот старший аркан, как будто картина козерогам ясна, что нужно делать и что действительно игра не стоит свеч. Мои какие-то приоритеты на будущее и то, что я оставляю позади. Но это еще и карта удачи, успеха, дорогу осилит безусловно идущий. У кого-то могут, кстати, встать на повестку месяца вопросы по смене автомобиля, например. У кого-то проиграется более банально, но в принципе как будто перемены неизбежны. Знаете, здесь может быть ситуация такая, когда вы начнете рассматривать буквально свой переезд, даже если это в планы не входило. Смена работы, смена сферы деятельности. У кого-то будут результаты, если вы уже это сделали ранее. Вы будете видеть или похвалите себя, что какой молодец или молодчина, что сделала как-то вот вовремя выводы, выборы. Вот здесь вот тоже, тут больше оптимизма в декабре. И знаете, такого здорового азарта к жизни. Конечно, мы можем пронестись на полном ходу по этой карте и чего-то не заметить, но, безусловно, игра жизни нас завораживает. По этой карте это точно. И чаще это все-таки бывают те события, которые в нашу жизнь приходят, мы их не ждали. Момент неожиданности сам по себе есть по карте, но тогда это больше как будто для нас плюс. Может быть, иногда, знаете, как альтернативные варианты развития событий. Поначалу нам кажется это неожиданным, мы как-то распланировали по-другому, а в последующем, когда оглянемся назад, мы видим, что на самом деле вот именно так или такая ситуация нам чем-то помогла в жизни. Может быть, как раз сделать правильные выводы или выбор. Такое тоже может быть. Что будет вас радовать, что будет помогать? Нулевой аркан. Но это хорошее настроение, это точно. Интерес к жизни сам по себе, по нулевому аркану, в этой колоде хаос перед началом творения. Может быть, вам понравится вот именно этот ритм драйва, какая-то даже турбулентность месяца, может быть, много предложений, каких-то событий.
Игра жизни нас завораживает по нулевому аркану, правда? И тут у вас дважды, как будто и перемены идут, и уже на пороге вот это новое. Словно, правда, все гештальты Козероги уже закрыли, и что-то из прошлого не имеет для вас никакого значения, и это будет радовать. Вы словно будете точно предполагать фарватер ваших последующих намерений, целей, желаний. Может быть и правда у кого-то тезис, план, но словно уже ментально вы проложили тот путь, по которому хотите пройти, или составили себе план, что я хочу осуществить. И не применит, видимо, пространство вам давать какие-то возможности, чтобы как раз что-то новое у вас получилось, сложилось, чтобы как зеленый свет у вас создался в вашей какой-то житейской ситуации, и вы какие-то вопросы для себя в последующем, может быть, ну, где-то с переходом на 24-й год у вас как раз получилось реализовать новые планы. Безусловно, это первое, что идет по нулевому аркану. Но есть такой момент еще, что мы должны рассчитывать сами на себя. Потому что нулевой аркан, он прекрасен, конечно, тем, что вдохновение, да, как нам хочется быстрее что-то изменить, как бы уйти от какой-то серости, рутины или тех проблем, которые нас обесточивали. То, что, ну, не приносило ни вдохновения, может быть, не уму, говорим, да, не сердцу, не карману. То есть, ну, вот была какая-то деструктивная ситуация, и теперь она закончилась. У вас она не в декабре, она раньше закончилась, а в декабре уже как будто хочется смотреть в будущее с оптимизмом, и тут словно пространство помогает. Но все-таки опрометчивость тоже идет по этой карте, как будто у нас собака изображена, это про образ, символ, как Анубис, и нас немножко так останавливают высшие силы и говорят, ты все-таки надейся сам на себя, Козерог. Почему? Потому что если что-то пойдет не так, ты можешь как будто на один остаться с какой-то ситуацией. Поэтому ну, или назовите это запасным аэродромом, или какую-то ситуацию предвидеть, просчитать на пару шагов вперед будет полезно. Или оставляйте за собой всегда пространство для маневра, чтобы была возможность отступить хотя бы полшага назад. Потому что вот этот хаос перед началом творения, как будто творение еще не началось, а уже какая-то турбулентность или знаете, как воздух перемен вы можете в декабре ощущать. Но хорошее настроение вам определенно будет как бы помогать, радовать, так и какие-то перспективы перед вами откроются. Давайте мы посмотрим, с какими неожиданностями вы можете столкнуться. Деньги, мои дорогие, к вам придут деньги. Или это будет какой-то проект по поводу зарабатывания денег, и вы знаете, он у вас на 1000% у вас, дорогие козероги, осуществится. Что-то будет как прелюдия в декабре, но что-то продолжится на 24-й год. Причем, уверена, у вас уже нет таких давящих каких-то обязательств или каких-то неразрешимых сложностей, пока Плутон был в вашем знаке. В 24 году окончательно уже Плутон поселится в Водолее, и это как гора с плеч для вас. Как раз больше легкости, легкости на подъем, больше творческих планов. Вы не будете себя ощущать словно скованный или вынуждена оглядываться вот назад. Вот еще в декабре это стоит делать определенно, себя подстраховывать. А потом вы почувствуете себя совсем по-другому. И девятка пентаклей – это у нас карта самореализации, карта денег, карта больших возможностей, карта возможностей именно тех, которые от нас зависят. Когда мы какую-то свою мечту воплощаем в реальность с неожиданностями, у вас как будто варианты для вас самих сделать что-то очень хорошее. Правда, вы в центре внимания, и позиция по девятке пентаклей всегда очень сильная. И у вас тоже. Давайте саму по себе возможность. Ого, карта императора. Мы можем столкнуться с такими императорами, может быть, это люди. Люди по карте император проходят как высокие чиновники, люди, наделенные властью. Безусловно, может быть, у кого-то из вас какие-либо вопросы и будут в согласовании с высокими чиновниками, может быть, у кого-то с представителями власти. И здесь, если это выпадает, какие возможности, мои дорогие.
то вот, наверное, как по Юпитеру, как по Сатурну, это две провластные планеты. Юпитер сейчас в ретро-движении в знаке зодиака Телец. Это любые вопросы, касаемые благополучия. Именно того благополучия, когда мы прежде какую-то ситуацию или вопросы конкретные, касаемые недвижимости, денег, или как-то пересекаются именно с этими двумя составляющими любые вопросы, хоть в личной жизни, хоть в рабочей нашей жизни или в деятельности нашей. Так вот, мы как раз можем решить с пользой для себя, с учетом еще плюс вашей планеты, Сатурн, это тоже планета порядка, или она уже не в ретро-движении как раз набирает где-то ход, и у вас выпадает такая сильная позиция на декабрь, когда если мы уважаем власть, если мы уважаем закон, если мы не перепрыгиваем через голову руководителя или через ступенчатую какую-то иерархию, даже если мы бумагу одну какую-то идем подписывать, то тогда вот этот закон и эта власть уважает нас, вас, мои дорогие козероги. Тогда пусть даже 5 кабинетов нам придется пройти, прежде чем вы оформите какой-то документ. Но поверьте, это будет намного быстрее, нежели бы вы в один кабинет бились и кому-то что-то доказывали. То есть вот здесь вот это уважение к иерархии, это всегда по карте император открывает другие перспективы, со всеми договориться. И каково бы ни было сложное дело, тут правда может означать «лед тронулся». Тут даже те вопросы, которые прежде... Вот как по предыдущему периоду, может быть, где-то в октябре, может быть, и в августе, у кого-то с начала года, так или иначе, те события, которые тормозились, теперь может прийти в движение. Какой-то вопрос вы в декабре уже либо полностью согласуете, либо, ну, где-то в шаге от окончания окажетесь на начало 2024 года. Но вы можете и, кстати, познакомиться с таким человеком. Посмотрите, у вас выпадает карта колесница. Где-то в дороге или отправившись куда-то, вы можете обрасти нужными связями или где-то менять свое окружение, потому что, может быть, прежнее какое-то вас окончательно разочаровало. Много возможностей по этой карте. Но есть еще такой момент, что нам это, конечно, помогает. Это наши возможности, позиция. Но и знаете как, не должно быть жесткости с вашей стороны. Когда кулаком по столу я сказал, или если мы говорим с позиции, есть два мнения, мое и неправильное, вот тут мы ничего не добьемся. Все-таки быть гибким, вот где-то по нулевому аркану и где-то по колеснице, и тогда да практически неограниченные возможности. Правда, у вас сильная позиция. Что скрыто? Вот могут быть какие-то задержки или придется скорректировать планы. Поэтому если таким или иным путем, вот я сказала, может быть и в 5 кабинетов придется зайти, просто знайте, что вы точно решите так или таким образом вопрос быстрее. Может быть что-то и каким-то, ну, другим придется способом действовать, все-таки нулевой аркан и карта колесница, и вы где-то можете засомневаться, получится ли у меня решить этот вопрос. Получится ли у меня организовать это дело? Не сомневайтесь, у вас выпадает карта победителя. Так вот, вы можете не видеть где-то, как в своих собственных силах сомневаться, в своей победе, так и, знаете, помимо того, что она как будто обеспечена, карта нам хочет еще сказать, сохраняй все то, что ты уже имеешь, чего достиг, положение в обществе, вашу репутацию. У вас сейчас все важно, тем более рядом у нас лежит карта император. Ваш внешний вид, какая-то импозантность, ваш имидж, понимаете? Вы должны быть как император. То есть вызывать где-то доверие, может быть, вот это тоже важно. И все сохранять, понимаете? И не надеяться на то, что я могу успокоиться. Все-таки, когда выпадает карта победителя, нам показан победитель, или, кстати, в любой колоде карт победитель очень уставший всегда изображается. Почему? Он знает цену победе. И он знает, что вот эта толпа, которая рукоплещет, завтра поменяет мнение. Люди склонны менять мнение в зависимости от обстановки или от новой личности, в которой они или к которой они проявляют интерес. И поэтому удержание всего, что вы уже имеете, достигли,
как свое доброе имя, вот еще раз повторяюсь, так и свой имидж, вот это все на последующий период будет для вас очень важно. Поэтому об этом вам придется тоже где-то заботиться. И рядом, я повторюсь, лежит старший аркан император. Дела, работа, бизнес, правда, выход из какого-то лабиринта, решение какого-либо вопроса. Вполне вероятно, здесь может быть, вы знаете, согласование любых бумаг, сам по себе какой-то успех, удачное стечение обстоятельств или ваше какое-то мудрое решение. Вы можете от чего-то и отказаться, сделав выбор. С другой стороны, с арканом колесница обстоятельства вас могут подтолкнуть принять то или иное решение. Но как будто даже если вам придется сказать кому-то нет, а такое может быть, все-таки это у нас меч, мы словно отрезать можем, это вполне вероятно где-то ассоциируется с отказом, у вас тогда словно гора с плеч. Вот что-то, не будет какой-то двойственности, понимаете? Сможете вы с чем-то определиться окончательно, и для вас это будет тоже плюс. Что с финансами? Ну вот, посмотрите, нам показывают девятка пентаклей, а под ней выпадает карта Луна. Когда Луна, это всегда ничего не понятно. И сама карта нам говорит, это могут быть, ну, как неожиданности, это какая-то неопределенность в финансах. И хотя деньги есть и сильная позиция, нам говорят, сохраняй. Не время тратить, не время что-то покупать. Может быть, даже несмотря на праздники, мои дорогие, ограничиться какими-то презентами незначительными, потому что деньги нам как будто понадобятся впоследствии. 9. Девятка пентаклей, я имею в виду. По нумерологии 9 это пороговое, опять же, значение перемен. Когда карта нам говорит, ты все сохраняй, потому что завтра будут какие-то новости или что-то будет меняться, и тебе эти деньги могут понадобиться самому. Может быть, это какой-то творческий проект, или вы дома что-то решите сделать, или авто свое поменять. Ну, даже вот не важно что, а может быть, это будет ваш какой-то креативный проект или ваше творчество, хобби. Но, значит, тоже деньги будут нужны вам самим. По Луне мы, ну, как-то не достаем из кармана деньги, особенно когда касается большой суммы, и не платим за что-то. По этой карте нужно быть аккуратному. Где-то на самосохранение, мои дорогие, все же Луна сама по себе тысячи неопределенностей, потому что туман, нет какой-то конкретики. Вы, может быть, захотите как раз что-то прояснить. Ну, вот мы сейчас раскроем на колоде золоченого Таро, но, видимо, сомнения по финансам откуда-то могут быть. Либо могут быть сомнения, что деньги будут в последующий период приходить где-то четко. Могут быть задержки. Давайте в личной жизни. Карта соревнований, карта возможных споров, семерка жезлов. У каждого по-своему. Мелкая карта достаточно, она не говорит о какой-то серьезной ситуации или какой-то новой ситуации, когда нужно принимать решение. Тут как будто все ясно. Может быть, нас как будто выводят, да, на какой-то разговор или провоцируют на конфликт. Вот по этой карте такое может быть, потому что идет только одно значение. Держись сторонним наблюдателем. И у нас даже на карте, обратите внимание, хоть и показан герой, который вроде занес даже жезл, ну так, на всякий случай, наверное. А вот эти 6 жезлов, нам даже людей не видно, только наконечники этих жезлов. То есть ему ничего не угрожает. И это от него чего-то хотят, нам карта вот пытается художник передать. И знаете, нарисовал художник вот нашего героя, он как будто стоит на возвышении. И есть такое значение именно в этой колоде, ты как будто выше всех. Твоя позиция сейчас действительно сильна, но в каких-то распрях не участвовать. Не, может быть, какие-то сплетни могут быть запросто, или могут быть провокации, чтобы вывести как раз вот как этого героя пытаются буквально, даже он на возвышении, но тогда наконечниками жезлов пытается достать до него. Вот чтобы вас никто не достал, мои дорогие, ну, понадобится где-то, может быть, и терпение. Иногда даже в семейной жизни бывают такие вопросы, правда, когда, ну, не совсем мы согласны, почему нет. Это нормально. Давайте мы раскроем первую позицию. Вот этот туз мечей. Что же у вас, если мы говорим дела, работа, бизнес, что ваша работа, основная работа,
Вообще, я бы сказала, четверка мечей нам говорят об отдыхе. Сделай паузу. Вообще не форсируй ничего, по крайней мере, месяц, декабрь. Ты тут ничего не ускоришь. Наверное, идти по ситуации, как будут разворачиваться события, и в зависимости от этого на что-то реагировать, включаться в вопрос. Или вообще, если есть возможность, может быть и правда отдохнуть. С другой стороны, мы складываем оружие, мы ни с кем не спорим. Может быть, карта нам больше говорит о том, что, ну, где-то так ментально мы можем быть замкнуты на своей волне. Может быть, имеется смысл для того, чтобы, ну, не рассказать о своих далеко идущих каких-то планах. Четверка – это стабильность. Скорее всего, какая-то ситуация сама по себе, она будет такая же, как где-то в ноябре, но все же выпадает у нас карта колесница, значит, нам еще могут говорить, ты не ускоряйся, потому что тебе может казаться, что что-то стало на паузу или что-то замедляется. Но вдруг достаточно одной информационной новости, и все закрутится, все придет в движение. Вот как по этим двум старшим арканам. Но надо держать руку на пульсе и успевать, видимо, приводить мысли в порядок для того, чтобы правильно сориентироваться. Но где-то ситуация, повторюсь, как по ноябрю. Давайте мы с вами посмотрим на какую-то новую, например, работу, или если у вас два вида деятельности, и неважно, может быть, основное это как офис, организация, второе хобби, или что-то вы хотите ну, создать, или чем-то вы занимаетесь на перспективу. Вот давайте мы узнаем. Вроде как вторая какая-то занятость. Здесь есть какое-то ожидание, или, знаете, я бы сказала, это может быть какая-то работа, которая, ну, на дому, правда, вы можете что-то делать, как будто в ожидании чего-то. Или это может быть просто, как бы карта нам говорит, у кого, допустим, ничего подобного нет, о спокойном течении жизни. И рядом у нас четверка мечей. Может быть, это и состояние, если у вас, например, по первому основному месту работы, правда, ничего не меняется, как четверка мечей, и вы ждете каких-то перемен на втором месте работы, или вы выбираете между одной и второй какой-то работой, то во второй-то тоже, правда, будет ожидание определенное, но, видимо, с учетом того, что у нас все-таки туз мечей, поэтому какое-то как известие, может быть, которое помогает нам принять это решение, или какая-то информация, которая все равно к вам приходит, или, может быть, и по-другому, когда мы ничего не дождались и в чем-то поставим точку. Поймем, что это качелеобразное какое-то предложение, которое несерьезно, на которое нельзя опереться, и вы можете от чего-то отказаться. Такое тоже может быть. Что-то по работе вы тут для себя будете продумывать. Ну, я бы больше сказала все-таки в сторону, знаете, в сторону самореализации. То есть, если вы, не случайно у вас выпадает сильная позиция, если вы, мои дорогие козероги, просто где-то в офисе, в учреждении работаете, надо делать карьеру. А если есть какое-то ваше дело, или в чем-то вы эксперт, или ремесло, ну, надо и об этом тогда подумать. Как будто козерог должен быть у руля, понимаете, не вами должны командовать, а вы все-таки должны командовать. Иначе не получится вот эта самореализация. Все-таки как будто уход, понимаете, переход к чему-то новому, к самореализации, к новой должности. Ведь можно ведь возможность как воспринимать карту императора как и именно прогресс по карьерной лестнице для вас ведь тоже. Вот ваша победа. И если вы раньше не думали, есть смысл задуматься в декабре и продумать, кто вас может поддержать из руководителей, может быть, кому я могу эту идею свою, что я хочу делать карьеру, с кем я могу посоветоваться, продумать до мелочей, потому что какая-то удобная ситуация для вас как раз может сложиться. Давайте по финансам. Прежний или основной источник вашего дохода. Вот это да, Луна. Две Луны. Вы знаете, могу сказать так. Правда, может либо задержка какая-то быть, либо могут быть такие новости, что будут перемены. Сложно сказать по Луне, какие перемены. Я в целом характеризую. По Луне в любом случае непонятно.
То, что, ну, как-то не очень надежно выглядит, да, тут вам правда надо надеяться, вот только что сказала, на самого себя. И если все-таки мы работаем на какой-то работе, которая, ну, мы где-то на вторых ролях, нам придется оттолкнуться от того, что нам обещают, и где-то мы ждем. Хотя могут быть как разговоры, знаете, вот это ж неопределенность, и разговор это, по сути, это не то, что руководитель сказал, а это вот где-то так кулуарно разговоры по поводу денег, что что-то будет меняться. Может быть, условия оплаты, может быть, даты выплаты, или какие-то еще проценты, или, ну, тут по-разному как-то, но то, что не будет, как прежде, что-то меняться будет, и это тоже я могу предположить, потому что две карты Луна. Знаете, будьте вообще, в принципе, аккуратны с деньгами, мои дорогие козероги, потому что Луна, ну, опять же, интуиция где-то нам помогает, но есть такой вариант, что какое-то мошенничество, какие-то уловки мы не должны проспать. Будьте к деньгам внимательны. Хорошо, это для всех, правда. У нас еще, тем более, мы говорим, Меркурий с 13 числа и в ретро-движении. А по Меркурию у нас бывают фейковые новости или какие-то задержки с выплатами, какие-то сбои в электронных системах, мои дорогие козероги. Не переходите по каким-то непонятным ссылкам, если вам пришло на почту, или вы сидите в мессенджерах, допустим, неважно, что это, WhatsApp, Telegram или любые другие. Значит, будьте внимательны даже, или почту открыли, вам там предлагают, возьмите, проверьте, с какого адреса, а нужно ли переходить по этой ссылке. Вы же прозрачны будете тогда для тех мошенников, которые занимаются фишингом. Берегите себя, это факт. По деньгам будьте аккуратны. Так, на новый доход давайте будем смотреть. По новому месту работы, колесо фортуны. Вот к самореализации какой-то нас разворачивают, или пусть это новая должность, или вообще новый вид деятельности, как будто есть смысл. Вот все то, что я говорила про самореализацию, правда, уделить внимание в декабре, потому что по колесу фортуны как будто там-то может и повезти. На декабрь там какие-то могут быть более приятные суммы, если мы смотрим на финансы. Или, в принципе, мои дорогие, посмотрите, как у вас выпало 3 старших аркана, 2 луны. Берегите себя в любом случае. По колесу фортуны, да, тут тоже в этой колоде карта золоченого Таро. Эта карта больше с плюсом, говорит про удачу. Но есть и те колоды, где нам говорят, надейся сам на себя. В чем-то не просчитайся. Где-то не ослабь внимание. По этой карте нужно держать руку на пульсе. И дополняет где-то значение Луны. Давайте личная жизнь для тех, кто в паре. Ну, тут, наверное, по-разному. У кого-то, правда, завершатся те вопросы, когда уже пары, по сути дела, нет. Утрачено взаимопонимание, и, скорее всего, это будет, когда мы готовы оформить отношения наши де юре. Ведь это карта трансформации. Надеюсь, все правильно понимают. У кого-то придется заниматься, возможно, вопросами, связанными с наследством, или вопросами, которые связаны с далекими родственниками, или те родственники, которые на расстоянии, вам придется куда-то поехать, отправиться. Такое может проиграться. Или даже если у вас сейчас все хорошо в отношениях, то есть, ну, безоблачное небо, все равно как будто трансформация какая-то будет. Может быть, она придет, знаете как, через смену вашей работы, например, да, или через смену работы у вашего партнера, или еще какая-то новость, что что-то будет меняться. И это где-то повлечет изменения в укладе вашей семейной жизни. Это могут быть перемены, которые в обстановке вокруг вас, но как будто трансформация все равно неизбежна. Ну, здесь у каждого по-своему. Давайте мы посмотрим для тех, кто в сложных отношениях. А тут с вами будут искать примирение, правда. Тут какие-то подарки вам даже могут пытаться дарить, делать комплименты. Может быть, вы захотите с кем-то как раз примириться. Может быть, вам захочется
ну, какую-то дистанцию противостояния не увеличивать, а пойти на мировую. Это может быть не обязательно, что мы приходим к согласию, у кого-то это может быть так нужно для дела, вполне вероятно. Почему так говорю? Рыцарь кубков, он не говорит о какой-то дистанции надолго или любви до последних дней жизни. Нет, отнюдь. Он о хорошем настроении говорит, о подарках, о комплиментах, о том, что нам приятные какие-то впечатления, как будто останутся. И поэтому это как вы можете инициировать какое-то примирение, есть такая возможность, так и партнер может инициировать в отношении вас. Для тех, кто один или одна, новое знакомство. Тут может быть два человека, причем они могли появиться в вашей жизни до декабря 2023 года. И есть своеобразный выбор. Для кого-то это может быть, либо я иду в новые какие-то отношения, либо я со старым еще партнером или партнершей не разобралась или не разобрался, не расставил все точки над «и». Есть какая-то дуальность, двойственность. И может быть вы еще где-то в период какой-то декабря будете пытаться словно усидеть на двух стульях, и с одним общаться и с другим. Или как-то обстановка вас так вынуждает и с одним, и со вторым. Но как будто выбор надо делать, но карта нам не говорит о том, что вы его прямо на начало декабря делаете. Может быть, с отчетом аркана шут вы сделаете где-то в процессе месяца, но вот эта дуальность, двойственность, она как вы словно на выборе. Для кого-то это выбор может означать, а стоит ли мне вообще заводить новые знакомства, или я останусь один или одна, потому что прежняя история какая-то, ну, так была со знаком минус. Вот что-то вы будете решать и обдумывать. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.